Внутри международного аэропорта Чикаго-Мидуи назревало нечто неожиданное. Задолго до того, как зажглись огни концертного стадиона Soldier Field, зона прилета уже была охвачена волнением. Фанаты начали собираться с телефонами в руках, камерами наготове и плакатами, ожидая лишь одного момента, когда наконец появится BTS. И когда участники прибыли в Чикаго, атмосфера изменилась почти мгновенно. То, что должно было стать обычным прибытием в аэропорт, внезапно превратилось в мощное приветствие от ARMY. Каждое движение, каждый взгляд и каждая малейшая реакция стали чем-то, что фанаты хотели запомнить. BTS официально прибыли на свой долгожданный концерт в Чикаго, но самым большим сюрпризом стало то, что энергия вокруг них достигла уровня концерта еще до того, как они вышли на сцену. Так что же сделало это прибытие таким особенным, и почему чикагские ARMY дали понять, что BTS прибыли в город, который более чем готов их приветствовать? Оставайтесь с нами, потому что это было только начало чикагской истории. Задолго до появления BTS внутри и вокруг международного аэропорта Мидуи нарастало ожидание. Фанаты собрались с плакатами, камерами и телефонами, внимательно наблюдая за зоной прилета и ожидая любого признака приближения участников группы. Некоторые ARMY выглядели спокойными и терпеливыми, в то время как другие едва сдерживали волнение, поскольку возможность увидеть BTS становилась все ближе. Каждые несколько мгновений накатывала новая волна предвкушения. Кто-то поднимал телефон, другой фанат указывал на вход, и внезапно вся атмосфера снова менялась. Для многих фанатов это было не просто встреча со знаменитостями в аэропорту. Это было начало новой главы в истории BTS в Чикаго. После того, как они следили за их путешествием из города в город, их наконец-то благополучное прибытие сделало предстоящий концерт на Soldier Field гораздо более реальным. Обратный отсчет перестал быть чем-то, что происходит где-то в будущем. BTS теперь физически находились в Чикаго, и ARMY были там, чтобы встретить их. Затем наступил момент, которого все ждали. Как только BTS появились в аэропорту, внимание немедленно переключилось на участников группы. Камеры поднялись, телефоны начали снимать, и энергия, которая нарастала, внезапно стала неудержимой. В окружении охраны и персонала участники группы продолжали свой путь через терминал, а фанаты пытались запечатлеть этот момент издалека. Особенно интересной была контрастная картина. Вокруг BTS царило всеобщее волнение, в то время как сами участники выглядели спокойными и собранными, продолжая свой путь через аэропорт. Не было ни концертной сцены, ни драматического представления, ни сложной постановки. Это было просто прибытие BTS в другой город. И все же для наблюдавших за этим фанатов эти обычные секунды имели огромное значение. Краткий взгляд мог стать любимым воспоминанием. Простой взмах рукой мог стать моментом, который воспроизводился бесчисленное количество раз. И именно это сделало прибытие в Чикаго таким захватывающим, участникам не нужно было ничего показывать, чтобы толпа почувствовала связь с ними. Плакаты, которые держали фанаты, добавили еще один слой к этому событию. Каждый из них представлял собой разное послание, разную индивидуальность и разную причину своего присутствия. Некоторые были игривыми, некоторые эмоциональными, а другие несли в себе неповторимый дух Чикаго. Вместе плакаты создавали визуальное представление того, насколько сильное ожидание нарастало перед этой остановкой. Словно фанаты ARMY говорили BTS, вы прибываете не просто в другой город. Вы прибываете в Чикаго, и мы вас ждали. Это чувство усилилось, когда все больше фанатов подняли телефоны и сосредоточили свое внимание на участниках группы. Сам аэропорт стал ощущаться совершенно иначе. Обычная зона прилета превратилась в место, наполненное волнением и предвкушением. И для тех, кому посчастливилось стать свидетелями этого момента, первое впечатление от благополучного прибытия BTS в Чикаго уже стало воспоминанием, которое они будут хранить еще долго после окончания концерта. Одним из самых интересных аспектов прибытия было то, насколько спокойно выглядели участники, несмотря на огромное внимание, окружавшее их. Они продолжали двигаться по аэропорту, пока охрана и персонал помогали группе продвигаться вперед. Вокруг них фанаты были взволнованы, камеры снимали, и каждое движение, казалось, привлекало внимание.
Этот контраст сделал момент еще более впечатляющим. BTS не нужно было делать ничего драматичного, чтобы сцена казалась значимой. Их простого присутствия было достаточно. Взгляд в сторону фанатов, небольшой жест или даже то, как участник продолжал идти, могли мгновенно стать чем-то, что заметили фанаты AR-MY. Именно такие моменты часто делают прибытие в аэропорт таким запоминающимся. Нет никакой хореографии и никакого внимания со стороны публики. Просто артисты сообщества поклонников делят одно и то же пространство. Важный момент. И в Чикаго эта связь была очевидна. Прибытие также имело более глубокий смысл из-за того, что ждало впереди. Soldier Field был не просто еще одним пунктом в расписании тура. Он представлял собой следующее крупное место сбора для тысячи AR-MY, которые ждали выступления BTS в Чикаго. Встреча в аэропорту стала первым видимым признаком того, что город переходит в концертный режим BTS. Фанаты, следившие за туром издалека, теперь могли видеть, что участники благополучно прибыли, а те, кто готовился посетить шоу, наконец-то могли почувствовать, как волнение становится реальным. Сам Чикаго, казалось, стал частью истории. У города есть своя уникальная идентичность и энергия, и теперь эта энергия смешивалась с предвкушением, окружающим BTS. Каждая новая фотография и видео с прибытия только приближали фанатов к главному событию. Аэропорт был началом, но именно на Soldier Field все ожидали самых важных моментов. Когда изображения и видео из Мидуэя начали распространяться среди фанатов, волнение вышло далеко за пределы аэропорта. AR-MY, которые физически не присутствовали там, внезапно смогли ощутить атмосферу благодаря фотографиям, коротким видеороликам и реакциям, которыми делились в интернете. Фанаты начали обсуждать прибытие участников, их внешний вид, публику и общую атмосферу чикагского концерта. Даже самые незначительные детали становились предметом разговоров. В этом и заключается уникальность фандома BTS. Несколько секунд в аэропорту могут стать общим опытом для людей, находящихся за тысячи километров. Один фанат запечатлел момент, другой поделился им, и внезапно миллионы людей почувствовали себя частью одного и того же события. Таким образом, прибытие в Чикаго стало чем-то большим, чем просто местная встреча. Оно стало частью более масштабного путешествия BTS, за которым вместе следили AR-MY по всему миру. Но в этом моменте было нечто важное, что фанаты не могли игнорировать. Концерт еще даже не начался. Soldier Field все еще ждал. Сценическое освещение еще не включилось. Толпа внутри стадиона еще не собралась. И все же волнение уже достигло нового уровня. Это вызвало очевидный вопрос: если реакция была такой сильной до концерта, что произойдет, когда BTS выйдут на сцену? Эта неопределенность стала частью волнения. Никто не мог точно предсказать, что произойдет во время выступления. Возможно, будет незабываемая реакция чикагской публики. Возможно, между участниками произойдет спонтанное взаимодействие. Возможно, какой-нибудь небольшой жест неожиданно станет одним из самых обсуждаемых моментов вечера. Эта возможность теперь висела над всем городом. Моменты прибытия BTS часто запоминаются не из-за каких-то грандиозных событий, а из-за мелких деталей. Волнение может стать незабываемым. Улыбка может стать любимой у фанатов. Взгляд может внезапно стать главной темой онлайн-обсуждений. Даже простое зрелище всех участников, вместе идущих по аэропорту, может иметь эмоциональное значение для фанатов, которые следили за их историей годами. В Чикаго эти маленькие моменты были усилены атмосферой, окружающей предстоящий концерт. Фанаты знали, что это только начало гораздо большего события. Аэропорт дал им первое представление о чикагской главе, но стадион в конечном итоге раскроет им всю историю. Именно поэтому многие фанаты хотели запечатлеть все. Они не просто снимали BTS, идущих по аэропорту. Они документировали первые мгновения воспоминаний, которые еще даже не достигли своего главного события. Для многих AR-MY, пожалуй, самым эмоциональным моментом прибытия было просто увидеть BTS в безопасности в Чикаго.
После того, как участники группы переместились из одного города в другой, их совместное появление в новом городе вызвало одновременно чувство облегчения и волнения. Предстоящий концерт внезапно стал казаться намного ближе. Soldier Field перестал быть просто названием в расписании. Это стало местом, ожидающим BTS и тысячи фанатов. Прибытие в аэропорт стало мостом между предвкушением и реальностью. До этого момента фанаты могли только представлять, каково будет выступление в Чикаго. Теперь они впервые увидели это своими глазами. BTS были там. Чикагские ARMY приветствовали их. И обратный отсчет до концерта вступил в свою самую захватывающую стадию. По мере того, как видео из аэропорта продолжало распространяться, внимание постепенно переключилось с самого прибытия на город и стадион. Фанаты начали представлять, как будет выглядеть и звучать Soldier Field, когда соберутся тысячи ARMY. Станет ли чикагская толпа одной из самых громких на этом туре? Как участники отреагируют на атмосферу? Произойдет ли что-то совершенно неожиданное на сцене? На эти вопросы пока не было ответов, и именно это делало предвкушение таким сильным. Аэропорт уже подарил зрителям эмоциональные эмоции, но главные и самые яркие моменты были еще впереди. С каждым часом группа BTS приближалась к стадиону Soldier Field, а фанаты — к мгновению, когда наконец погаснет свет. Пожалуй, самое удивительное в прибытии группы в Чикаго — это то, насколько простым оказался этот момент. Не было ни пышной постановки, ни тщательно спланированного сценария встречи. Были только BTS, их команда, терминал аэропорта и группа преданных фанатов, надеявшихся хотя бы мельком увидеть своих кумиров. И именно эта простота придала моменту искренность. Порой самые запоминающиеся для фанатов события происходят еще до того, как зазвучит музыка. Они рождаются в предвкушении, в ожидании, в тот миг, когда видишь, что артисты благополучно прибыли, и осознаешь, сейчас произойдет нечто особенное. Чикагские ARMY превратили эти обычные мгновения в нечто значимое. Именно поэтому встреча в аэропорту Мидуи стала важной частью чикагской истории еще до того, как прозвучала первая нота. И вот, после волнительных событий в международном аэропорту Мидуи, все взгляды устремились к стадиону Soldier Field. BTS благополучно прибыли в Чикаго. ARMY заявили о себе. Город был готов, фанаты тоже, а сцена ждала своего часа. Но главный вопрос оставался открытым. Если Чикаго сумел создать такой мощный заряд энергии еще до того, как BTS добрались до стадиона, то какой же невероятной станет атмосфера, когда тысячи фанатов соберутся вместе в свете концертных прожекторов? Встреча в аэропорту уже подарила ARMY незабываемое начало, но это была лишь первая глава. Настоящая история ждала своего часа внутри Soldier Field. И когда наконец погас свет, толпа взорвалась овациями, а BTS вышли на сцену, у Чикаго появился шанс создать момент, который фанаты будут помнить долгие годы. Одно было ясно уже тогда: BTS прибыли в Чикаго, и ARMY были полны решимости показать им, как сильно их здесь ждали. Так что вопрос уже не в том, готов ли Чикаго к приезду BTS. Вопрос был прост: какой незабываемый момент подарит Чикаго, когда BTS наконец выйдут на сцену?